Медиум XIX века Анна Оделия Диздебор. Автор Габриэль Николаев. Конец XIX века. Мир стоит на пороге новых открытий. Электричество начинает освещать улицы, телеграф соединяет города, а газеты пишут о чудесах науки. Но вместе с этим эпоха тревог и утрат. Люди теряют близких в эпидемиях, на войнах, в несчастных случаях. И в сердцах многих живет жгучее желание, хоть на миг услышать голос ушедшего, почувствовать прикосновение из мира теней. В гостиных богатых домов загораются свечи, шторы плотно закрываются, и в воздухе сгущается ожидание. Здесь собираются те, кто готов поверить в чудо. На столах появляются хрустальные шары, таинственные письма, странные знаки. В моду входит спиритизм, искусство общения с потусторонним миром. И именно в этой атмосфере появляется женщина, чье имя станет символом обмана и театральной мистики. Анна Оделия Диздебор. Ее голос звучал мягко и уверенно, ее глаза умели внушать доверие, а ее руки — создавать иллюзию прикосновения из загробного мира. Она обещала то, что было дороже золота — встречу с умершими. И люди верили. Верили так сильно, что отдавали ей деньги, судьбы и надежды. История Диздебор — это не просто хроника афер. Это рассказ о человеческой жажде веры, о том, как легко доверие превращается в оружие, и о женщине, которая сделала из мистики сцену для своих спектаклей. И сегодня мы приглашаем вас в это путешествие, туда, где свечи мерцают, где шепот кажется голосом из-за грани, и где правда и обман переплетаются так тесно, что порой их невозможно различить. Анна родилась в середине XIX века в Англии, но ее судьба вскоре привела в Америку, страну, где вера в чудеса и жажда новых открытий переплетались особенно тесно. В то время Соединенные Штаты переживали бурный рост. Железные дороги соединяли города, газеты распространяли новости мгновенно, а в обществе царила мода на спиритизм. Люди искали утешение в мистике, и Анна быстро поняла, именно здесь ее талант актрисы и манипулятора может превратиться в источник богатства. Сначала ее аферы были мелкими. Она представлялась медиумом, способным вызвать духи умерших родственников. В маленьких городках это производило впечатление: свечи, загадочные знаки, тихий голос, уверяющий, что они рядом. Анна обладала редким даром, умела читать людей. Она замечала, кто недавно потерял близкого, кто ищет утешение, кто готов поверить в чудо. И именно на этих слабостях она строила свои первые спектакли. Ее репертуар постепенно расширялся. Она научилась подделывать письма от духов, создавать мистические шумы и даже инсценировать появление материальных призраков. В каждом новом городе она меняла имя, легенду, окружение. И каждый раз находила тех, кто готов платить за надежду. Но главное, Анна быстро поняла: чем богаче клиент, тем сильнее его желание поверить. Люди, потерявшие наследников, супругов или детей, искали не доказательств, а утешения. И она давала им именно то, что они хотели услышать. Так начиналась история женщины, которая превратила человеческую скорбь в инструмент обмана. Ее путь от мелких афер до громких судебных процессов был лишь вопросом времени. Анна Оделия Диздебор понимала, ее сила не в тайных знаниях, а в умении создавать атмосферу. Каждый ее сеанс был тщательно продуманным спектаклем, где каждая деталь работала на внушение. Она выбирала темные комнаты, где свет исходил лишь от нескольких свечей. Тени на стенах оживали, превращаясь в силуэты, которые можно было принять за призраков.
Тишину прерывали странные звуки, легкий стук, шорох, будто кто-то невидимый присутствует рядом. Иногда появлялись рукописи от духов, листы бумаги с посланиями, написанными загадочным почерком. Анна умела работать с голосом, ее интонации менялись от мягкого утешения до торжественного пророчества. Она могла внезапно замолчать, а затем заговорить шепотом, будто передавая слова из загробного мира. Для слушателей это было не просто представление, это казалось доказательством того, что связь с умершими возможна. Особое впечатление производили материализации. В полумраке появлялись фигуры, окутанные тканью или дымом, которые Анна представляла как духов. Иногда это были ее сообщники, иногда хитроумные конструкции, создававшие иллюзию движения. Но для клиентов все выглядело как чудо. Главный ее прием заключался в том, что она всегда давала людям то, что они хотели услышать. Потерявший ребенка слышал слова утешения от маленького ангела. Вдова получала послание от мужа, обещавшего вечную любовь. Богатый бизнесмен слышал пророчество о грядущем успехе. Каждый ее спектакль был построен на эмоциях, страхе, надежде, тоске. И именно эти эмоции превращали зрителей в жертв. Слава Анны Оделии Диздеба росла вместе с ее дерзостью. Если вначале она довольствовалась небольшими суммами, то вскоре ее амбиции стали куда масштабнее. Она поняла, богатые семьи — идеальная цель. Их утраты были громкими, их тоска — глубокой, а кошельки — полными. Одним из ее самых известных эпизодов стал обман влиятельного юриста Лютера Марша. Анна убедила его, что духи передают ему послание, и что он должен доверить ей управление частью своего имущества ради высшей миссии. Марш, человек образованный и уважаемый, оказался настолько очарован ее даром, что подписал документы, фактически отдававшие ей контроль над его состоянием. Когда правда вскрылась, скандал потряс Нью-Йорк. Другой случай — серия афер с духовными письмами. Анна демонстрировала клиентам послания, якобы написанные их умершими родственниками. Бумага была старой, почерк тщательно подделанным. Люди плакали, верили и платили. Для Анны это был бизнес, где каждая слеза превращалась в монету. Она умела менять облик и легенду. В одном городе она представлялась сестрой медиума, в другом — внебрачной дочерью аристократа. Ее имя постоянно менялось, но суть оставалась прежней — обещание связи с миром духов. Каждый ее успех укреплял уверенность, что она непобедима. Даже разоблачения не останавливали ее, наоборот, они становились частью ее мифа. «Если меня преследуют, значит, я опасна для тех, кто боится истины», — любила она говорить. И люди снова верили. Анна превратила доверие в золото, скорбь в источник дохода, а мистику в инструмент власти. Ее аферы были не просто обманом, а театром, где зрители сами хотели быть обманутыми. Но ни один спектакль не может длиться вечно. Слава Анны Оделии Диздебар неизбежно привела ее в зал суда. И именно там ее талант актрисы проявился с новой силой. Первым громким процессом стал скандал с Лютером Маршем, уважаемым юристом Нью-Йорка. Когда вскрылось, что Анна фактически завладела его имуществом под предлогом духовной миссии, общество взорвалось. Газеты писали о медиуме-обманщице, а зал суда был переполнен зрителями, жаждущими увидеть разоблачение. На процессе Анна держалась уверенно. Она говорила о высших силах, о том, что ее преследуют враги истины.
Ее речь была театральной, но убедительной. И хотя доказательства против нее были весомыми, многие слушатели колебались. Неужели все это лишь обман? Судебные заседания превращались в спектакли. Свидетели рассказывали о странных сеансах, о письмах от духов, о деньгах, исчезнувших в ее руках. Скептики приводили доказательства подделок, но Анна умела переворачивать ситуацию. Она обвиняла разоблачителей в зависти, в страхе перед истиной, в заговоре против нее. Несмотря на разоблачение, наказания были мягкими. Ее харизма и умение играть роль жертвы позволяли избегать серьезных сроков. Каждый процесс становился частью ее легенды. «Если меня судят, значит, я опасна для тех, кто боится правды». И так снова и снова разоблачение, суд, скандал и новый город, новая легенда, новые жертвы. Анна превращала даже поражение в инструмент своей славы. Чтобы понять феномен Анны Оделии Диздебор, нужно взглянуть не только на ее аферы, но и на психологию самой аферистки и ее жертв. Анна обладала редким сочетанием качеств: харизма, артистизм и умение манипулировать эмоциями. Она не просто играла роль медиума, она жила в этой роли. Ее голос мог внушать доверие, ее взгляд — казаться проникновенным, ее движения — создавать ощущение мистического присутствия. Она была актрисой, которая превращала скорбь людей в сцену, а их доверие — в аплодисменты. Почему люди верили ей? Эпоха доверчивости. XIX век был временем, когда наука и мистицизм существовали бок о бок. Телеграф казался чудом, электричество — магией. Вера в спиритизм была частью культурной моды. Жажда утешения. Потеря близких оставляла пустоту, которую ничто не могло заполнить. Анна предлагала утешение, и люди хватали за него, даже если оно было иллюзией. Социальный статус. Богатые и образованные люди верили ей не меньше простых. Для них участие в сеансах было не только надеждой, но и частью светской жизни. Анна умела подстраиваться под каждого клиента. Она чувствовала слабое место, тоску вдовы, амбиции бизнесмена, страх матери. И именно туда она наносила удар. В ее личности сочетались артистка и хищница. Она могла быть нежной и утешительной, а могла дерзкой и властной. Ее сила заключалась в том, что она давала людям то, что они хотели услышать. Если сравнить ее с современными аферистами, то мы увидим те же механизмы. Интернет-мошенники, гуру и лжепророки используют те же приемы, обещают надежду, играют на эмоциях, создают атмосферу доверия. Анна была их предшественницей, первопроходцем в искусстве психологической манипуляции. Со временем даже самые искусные спектакли теряют силу. Для Анны Оделии Диздебор наступил момент, когда ее аферы стали слишком заметны, а ее имя слишком известно. Газеты все чаще писали не о великой медиуме, а о лжепророчице, разоблаченной в судах. Каждый новый город встречал ее настороженно. Там, где раньше люди спешили на ее сеансы, теперь появлялись скептики, готовые разоблачить трюки. Ее легенды становились менее убедительными, а доверие — все более хрупким. Последние годы ее жизни окутаны туманом. Известно, что она продолжала пытаться устраивать сеансы, но уже не с прежним успехом. Ее имя стало символом обмана, и даже те, кто когда-то верил ей, теперь рассказывали истории о том, как были обмануты. Анна исчезла из хроник так же внезапно, как появлялась в новых городах.
Нет точных сведений о ее смерти, нет громкого финала, лишь тишина, словно занавес опустился на ее спектакль. Но ее образ остался в памяти эпохи, женщина, превратившая скорбь в бизнес, а мистику в инструмент власти. Ее закат — это не только история разоблаченной аферистки, но и символ конца целой эпохи доверчивости. Спиритизм постепенно уступал место науке, разоблачения становились все более убедительными, а общество училось отличать чудо от иллюзии. История Анны Оделии Диздебор — это не просто хроника аферистки XIX века. Это зеркало человеческой природы, отражающее вечную жажду веры и утешения. Люди всегда стремились заглянуть за грань, услышать голос ушедших, найти подтверждение, что смерть — не конец. И именно на этой потребности строятся самые дерзкие обманы. Анна показала, что сила слова и атмосферы может быть не менее могущественной, чем золото или власть. Она умела превращать скорбь в спектакль, а доверие — в инструмент контроля. Ее аферы стали уроком для целых поколений, вера без доказательств может стать ловушкой, а желание утешения — путем к разорению. Но ее история не исчезла вместе с эпохой свечей и спиритических салонов. Сегодня мы видим тех же наследников ее искусства, интернет-мошенников, лжегуру, псевдопсихологов. Они используют те же приемы. Обещают надежду, играют на эмоциях, создают атмосферу доверия. Разница лишь в том, что вместо свечей и шепота они используют экраны и социальные сети. Закат Анны — это символ конца доверчивой эпохи, но ее наследие живет в каждом новом обмане. И потому ее история звучит как предупреждение: чудеса могут быть иллюзией, а утешение — дорогой ценой. И вот финальный вопрос, который остается после ее рассказа. А если бы вы сидели в той комнате, где мерцают свечи и звучит голос духа, поверили бы вы?